Сегодня мы решили погрузить вас в состояние страха, ужаса и эмоций, от которых стынет кровь в жилах. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в японский лес Аокигахара, или, как все его знают, лес, из которого многие из людей просто не возвращались. Он появился в 864 году нашей эры. Своим появлением мистический лес обязан большому извержению вулкана Фудзи в IX веке. Огромные лавовые потоки спустились по северо-западной стороне горы и образовали плато. Грунт здесь настолько твердый, что корни деревьев не могут его пробить. В результате они выходят на поверхность, образуя причудливое переплетение. Рельеф леса изборожден многочисленными изломами и скальными обломками. С глубокой древности лесной массив считается местом призраков и демонов. Японцы называют его лес. Начиная со средних веков и до конца 19 столетия, бедные семьи приводили сюда стариков и детей, которых не могли прокормить, им оставляли умирать. Важно помнить о том, что лес имеет многовековую историю. Каждый человек, кто когда-либо приближался к данному месту, считает, что этот лес проклят, и это место исторически связано с демонами японской мифологии. Район полный тайн и легенд, которые многие выбирают своим последним местом. Он имеет также альтернативное название – Дюкай. Площадь его составляет около 35 квадратных километров, и он настолько густо зарос листвой, что его также называют «море деревьев». Заблудиться здесь довольно легко, но выйти почти невозможно из-за густоты леса. Такое место стало одним из популярнейших у жителей Токио, а конкретнее для тех, кто решил сказать своей жизни «пока». Только вдумайтесь, за каждый прошедший год от 70 до 100 человек заканчивают свою жизнь в этом лесу. Как только любой желающий захочет войти в этот страшный и жуткий лес, автоматически его встречает табличка с данной надписью. Подумай хорошенько о своих детях, о своей семье. Твоя жизнь – драгоценный подарок твоих родителей. Услышав подобное, вряд ли кто-то захочет войти в лес, зная всю страшную тайну. Но интерес и желание проверить это на себе не потухает в сотни, а то и в тысячи человек. И прежде чем вступать на данную тропу, нужно держать в уме, что этот красивый зеленый лес не предназначен для неторопливых утренних прогулок, а скорее имеет злополучную репутацию второго в мире по популярности места для... На первом месте мост Золотые ворота. Согласно японской мифологии, лес считается домом для юрей. Юрей – это призрак умершего человека в японской мифологии. Отличительной особенностью классического юрей является отсутствие у него ног, хотя современные привидения уже могут быть и с ногами. Многие из экстрасенсов с уверенностью заявляют, что тот, кто после смерти своим призраком проник в деревья данного леса, и именно из-за этого здесь происходят необъяснимые явления. Человек, вошедший в этот лес, попросту сбивается со своего пути и не может определиться, в какую сторону ему нужно идти. Любые технологии, компасы, телефоны теряют свою силу. Но если копнуть глубже, можно понять, почему техника отказывается работать. И это связано с тем, что именно этот лес является месторождением магнитного железа, созданными вулканической солью в этом регионе. Люди также считают, что тела нельзя оставлять одних в лесу. Они верят, что это несчастье для жертв, и часто их духи плачут и кричат о помощи, а также двигают телами. Я не знаю, насколько это все правда, но мнение некоторых людей нельзя игнорировать только потому, что оно не доказано. Помня об этом, лесники привозят их обратно и держат в специальном помещении местного лесничества. Статистика показывает, что большая часть это мужчины в деловых костюмах. Скорее всего, это связано из-за экономического кризиса в Японии, ведь экономика там совсем нестабильна. Японцы – это трудолюбивый народ, который работает сверх нормы. Их нервная система и психика порой не справляются с трудностями. И порой из-за этой нестабильности вся работа данных людей идет коту под хвост. От простого рабочего требуют все больше и больше.
Руководство пытается всячески реагировать и предпринимать попытки, чтобы не допускать. Устанавливаются камеры слежения вокруг леса. Также возле него находится человек-гид, основная задача которого является отличить обыкновенного туриста от будущего и в случае чего звонить в полицию, чтобы предотвратить будущую возможную трагедию. Каждую неделю полиция делает рейд в лесу в поисках новых трупов. Аокигахара упоминается во многих произведениях культуры и искусства – литература, музыка, аниме, манга и видеоигры. В 1960-х годах Сейчо Мацумото написал роман «Башня волн» о мистике этого леса. Роман Сары Лотс 2014 года рассказывает о лесе Аокигахара как о месте, где погибло несколько персонажей. «Море деревьев» Яника Мёрфи, роман 1997 года о молодой девушке, содержавшейся в изоляторе во время Второй мировой войны. А уже в 2015 году в прокат вышел фильм «Море деревьев» с Мэтью МакКонахи в главной роли, который также рассказывает о истории, происходящей в этом лесу. В американском фильме «Лес» 2016 года в исполнении Натали Дормер отправляется в наполненную призраками Аокигахару, чтобы спасти свою сестру-близнеца. Также популярный блогер Пол Логан и его сподвижники 31 декабря 2017 года посетили лес Аокигахара с намерением разбить там лагерь в новогоднюю ночь. Находясь в лесу, группа столкнулась с мертвым телом. Существует миф о том, что в данном лесу нет никаких звуков животных и птиц. Говорят о том, что они ведут себя достаточно тихо, чтобы себя не выдавать, а птицы и вовсе покидают этот лес из-за своей негативной энергетики. Но на самом деле это является мифом. Если посмотреть несколько роликов об этом месте, то по ним можно понять, что все же звуки птиц там присутствуют, да и не только. Порой можно услышать страшный вой. А если вы решите скоротать досуг в лесу в ночное время суток, то будьте уверены, что у вас появится приступ того, что за вами кто-то следит. Любой из звуков, к примеру, падения ветки, заставит вас паниковать. Интересный факт. Все присутствующие магазины вокруг данного леса не могут продать вам две вещи. Это веревки и таблетки. Соответственно, две основные причины смерти – передозировка или лес Аокигахара – это то место, где произошло разделение на два лагеря. Первый лагерь – тот, кто верит в то, что здесь происходят постоянные смерти, жуткие случаи, вои, крики, вопли и преследования. И что ни в коем случае нельзя посещать это место даже из туристического любопытства. Второй лагерь – это компания скептиков. Они всегда пытаются проверить достоверность данной информации, поставить на весы все «за» и «против», и даже переночевать в этом жутком месте. К слову, возвращаясь к Логану Полу, он знал репутацию леса и хотел показать лес во всей его безмолвной красе. Но он не стал церемониться, обнаружив мертвое тело японца. Он держал камеру включенной, даже когда он и его товарищи звонили в полицию. Он опубликовал ролик, показав наглядные кадры лица и тела жертвы крупным планом. Решение было спорным при любых обстоятельствах, но больше всего зрителей потряс его смех на камеру. В силу жизненных ценностей многие осудили Пола за его поступок, за то, что он показал это на всеобщее обозрение. Но, с другой стороны, он доказал многим, что здесь действительно происходят жуткие вещи, которые нельзя оценивать как случайность. А его смех – это его личные эмоции. Возможно, в этом смехе таился страх, удивление или ужас. Спиритуалисты Японии уверены, что подпитывают деревья лесного массива. В результате паранормальная активность места усиливается, не позволяя человеку выбраться из зловещей чащи. Возле леса круглосуточно дежурят патрули, которые всегда готовы предоставить психологическую помощь отчаявшимся людям. Но все меры часто оказываются неэффективными. Добровольцы, которые ищут тела и подумывают, обычно отмечают свой путь пластиковой лентой, которой они обвивают деревья. В противном случае, свернув с тропы, можно легко потерять ориентир и смертельно заблудиться. Интернет завален тревожными изображениями из леса, от брошенных личных вещей, попавших в ловушку в зарослях, до человеческих костей и еще более ужасных останков, разбросанных по лесной подстилке или свисающих с веток.
Японский лес Аокигахара – это место, в котором погибло множество людей. И невозможно рассказать конкретных историй, поскольку они попросту не выносятся на всеобщее обозрение, поскольку это очень трепетные и интимные моменты. Но, посмотрев некоторые из фильмов, о которых я говорил сегодня, я думаю, что они расскажут вам интересные события, которые могли и даже происходили с реальными людьми, которых, к сожалению, уже нет в живых. Заявлять с полной уверенностью о том, что данный лес не носит мистического характера, я точно не могу. Многовековая история леса настолько сильна и полна историй и жертв, что это говорит о том, что здесь действительно происходит какая-то мистика, не поддающаяся объяснениям. Я предполагаю, что многое будет зависеть от самого человека, насколько он подвержен внушению, какие эмоции он испытывает. Если это человек со стержнем воина, то, скорее всего, он не заметит что-то сверхъестественного. Но если человек эмпатичен, попросту умеет сопереживать и пропускать через себя различные чувства, то ему будет здесь не сладко. Мало ли что таит в себе этот лес. Возможно, он работает как маятник, который заманивает и заставляет вызывать те эмоции и желания, которые попросту не нужны. Вот такая вот история. Огромное спасибо каждому, кто досмотрел видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.